Добрый день, друзья! Домашнее печенье ничто не заменит. Ни чудесные яркие коробочки из супермаркета, ни знакомые с детства вафли и зефиры. Потому что кроме масла, сахара и муки, вы добавляете ваше настроение и заботу. Сегодня предлагаю рецепт быстрого песочного печенья. Нежное, рассыпчатое, оно просто тает во рту. В миску кладем 120 грамм мягкого сливочного масла комнатной температуры. Добавляем щепотку соли и взбиваем миксером до пышности 1 минуту. Если будете использовать маргарин, то соль не кладите. Далее всыпаем 60 грамм сахарной пудры и взбиваем еще около 2 минут. Масса должна посветлеть и стать еще более пышной. Теперь вбиваем 1 яйцо и по желанию добавляем ванилин или ванильный сахар. Снова все хорошо взбиваем. Вместо сахарной пудры можно использовать и сахар, но с пудрой, на мой взгляд, печенье получается более нежным. Теперь в просеянную муку всыпаем пол чайной ложки разрыхлителя. Муки нужно 200 грамм. Перемешиваем венчиком и начинаем частями всыпать сухие ингредиенты в тесто. Каждый раз аккуратно перемешиваем массу лопаткой. В итоге тесто должно получиться очень-очень мягкое. Противень смазываем водой, приклеиваем бумагу для выпечки. Таким образом она не будет съезжать и нам удобно будет отсаживать печенье. Я буду использовать вот такую рифленую насадку и кондитерский мешок. Часть теста перекладываем в мешок. И отсаживаем печенье на определенном расстоянии друг от друга. Я делаю в виде спиралек. Ставим печенье выпекаться в заранее разогретую духовку и выпекаем 13 минут при температуре 190 градусов. Достаем печенье из духовки и даем полностью остыть. Печенье получается нежное, рассыпчатое и даже без чая тает во рту. Готовое печенье присыпаем сахарной пудрой. А еще по желанию в тесто можно положить цедру лайма или апельсина, шоколадные капельки, измельченные орешки. И каждый раз вы будете получать новый вкус печенья. Пробуйте приготовить сами, сохраняйте рецепт, нажав на пальчик вверх, и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».